Я рада снова вас приветствовать на своем канале. Доброго всем здравия. Сегодня в этом видео хочется поговорить с вами о том, как продуктивно разобрать произведение без меньших потерь и за более короткий срок выучить. Итак, поехали. Прежде всего, твержу всем своим ученикам, когда вы получаете новое произведение для разбора, его нужно послушать. Раньше существовали фонотеки. При библиотеках новых были специальные отведенные комнаты с записями. Вы брали эту запись, одевали наушники и слушали. Теперь все намного проще. Вы можете в любой момент залезть на YouTube и послушать интересующее вас произведение. Поэтому сейчас это куда быстрее будет и эффективнее. Вы сидите, слушаете произведение прежде всего с нотами и выделяете какие-то интересующие вас места. Допустим, вам показалось, что это сложное место. Вы отводите его, заостряйте на этом внимание. Слушайте, какую задумку хотел композитор передать, быстро и медленно. Какие места показались вам очень красивые по тембру, звучанию, какие-то очень импульсивные, наоборот. Те места, которые вам показались интересными. Отводите, запоминайте, послушайте сразу несколько записей, чтобы было с чем сравнить и выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится. Это будет очень здорово. Итак, мы открыли произведение, мы его уже послушали, мы определили места, которые нас волнуют. Смотрим далее. Тональность, в котором написано произведение. Желательно, естественно, взять гаммочку этой же тональности и поиграть эту гаммочку. Арпеджио тоже будет очень хорошо поиграть в эту же гаммочку. Чтобы ваши пальчики привыкли становиться рядом, не рядом, чтобы они знали, как в этой тональности и вести себя. Далее мы смотрим, какой нарисован темп композитора. Если этот темп, допустим, адажио, а ваши ноты очень черные, там просто 64 и 32, и просто там тьма тьмущая, вам кажется, все, я пропал, я никогда это не выучу, не переживайте, пожалуйста. Не надо паниковать раньше времени. Обратите внимание на темп. Если темп медленный, то все эти 64-е превращаются максимум в 16-е. Просто главное высчитать их, посмотреть, какие знаки есть там. И все, чтобы было четко под метроном. Например, если у вас пассаж из 10 нот, значит, вы должны играть, допустим, 5 плюс 5 нот. Если у вас пассаж из 6 нот, вы должны их сыграть, сгруппировать 3 плюс 3. Да-да-да, а не просто какой-то хаос в пассаже должен быть. Они все должны прослушиваться. Медленные произведения. Чем сложны медленные произведения, тем, что там самые важные ноты – это короткие ноты. Их нужно прозвучать, их нужно пропеть. А не так просто. Это просто болтаночка, никому не интересно. Их нужно прозвучать и донести до слушателя. Поэтому я всем говорю, в медленных произведениях самые важные ноты – это мелкие ноты. Учтите это, пожалуйста, и обратите на них внимание. Далее, если у вас попалось быстрое произведение, да, и там снова черным-черно, и вы думаете, никогда в жизни я его не выучу. Это сложно, и вы начинаете паниковать. Может быть, да, где-то ваша паника имеет место быть, но все равно. Как мы учим быстрые произведения? Мы смотрим, в какой части смычка должно играться это произведение. Например, непрерывное движение играется середина ближе к колодке, в зависимости от того, если там сетие или какой-то там другой штрих должен быть присутствует, да? Могут встречаться дубль штрихи в быстрых виртуозных произведениях. Тут тоже не стоит паниковать. Их мы должны учить отдельными нотками, без дубль штриха в медленном темпе, но в том месте смычка, где вы будете играть в быстром темпе, приучайте руку к правильному положению. Непрерывное движение, прялка. Если прялку вы играете целым смычком, будьте добры, раскрывайте локоть от колодки до конца, а не играйте где-то там в серединке, чтобы выучить, облегчили себе задачу, играйте, допустим, не по 12 легато, а по 3 легато, и играйте в серединке смычка. А что ваша рука потом скажет? Зачем вы это делаете? Зачем вы ее учите неправильно? Если вы уже будете играть в прялку, значит, учите по 3 легато целым смычком. Не вылезет ошибки в серединке. Будьте мыслите рационально. Это прежде всего меньше ваши затрачивания.
минуты для того, чтобы и часы для того, чтобы прийти к достигнутому. Также в медленном произведении нам очень важен тембр. Спиваков как-то сказал, что да, самое сложное играть это медленное произведение, потому что мы можем звучать И на грифе. это синтаз, специально композиторы пишут, потому что им нужен вот этот вот тембр. Он такой призрачный, как будто смывает. Либо наоборот, им нужен более воинственный тембр, когда мы приближаемся к подставочке. Тогда совершенно по-другому звучит скрипочка. И все вот эти места с каким тембром, с каким отношением вы должны его играть. Вы должны продумать, вы должны найти этот тембр на скрипочке и донести до зрителей, до слушателей вашу идею из этого композиции. Это сложно. Это стоит того. Это классно. Тогда получается нужный результат. Также обращаем внимание на динамику. Без динамики вы никто, вы ничто. У вас получится просто гамма. Для того, чтобы вы вызвучили все ноты, допустим, в пассаже от начала до конца, произнесли, проговорили чистенько. Но этого мало. Обращайте внимание на динамику. И как многие делают, и это я считаю ошибкой, что динамику начинают учить после того, когда, допустим, выучили произведение наизусть, и уже там осталось неделя до экзамена или там, до выступления какого-то, и вы решили выучить динамику. Неправильно. Неправильно. Вы учите, вы разбираете произведение, вы уже смотрите, пожалуйста, на форму, на пиано, на крещение, на все вот эти вот пожалуйста, обращайте внимание. Быстрым произведением. Если вы видите, у вас какое-то там завальное место, и ваши пальцы абсолютно не хотят вас слушаться, отведите его. Отведите, заострите на нем внимание, чтобы подобрать нужную аппликатуру. Может быть, она самая простая, с первой позиции будет. Нужно подумать, какую аппликатуру вы будете играть, какая удобная будет аппликатура. Если в медленных произведениях мы выбираем аппликатуру для того, чтобы красиво звучало, красивый тембр был, чтобы фраза не ломалась за счет перехода со струны на струну, то в быстрых произведениях мы выбираем ту аппликатуру, благодаря которой вы сможете сыграть быстро и чисто. Пожалуйста, подумайте об этом. Желательно, конечно, если вы выбираете какое-то новое произведение или вам задали его разобрать, возьмите, пожалуйста, игральные ноты, то есть те ноты, по которым уже кто-то играл, и делали пометки. Той же аппликатуры, тех же штрихов. Или какие-нибудь еще новомодные словечки, которые вас заставят задуматься и обратить внимание на это место. Если у вас произведение на определенный вид задач, допустим, техники левой руки или техники правой руки, полезно будет поиграть и подготовить ваши руки на этюд, соответствующий технике, соответствующим задачам. Ну, например, у вас произведение, где встречается много трелей разными пальчиками. И первым, и вторым, и третьим, и четвертым. Их сложно играть на протяжении длительного времени. Поэтому лучше взять этюд и поработать. Либо в тандеме с разбором вашего произведения и изучением, для того, чтобы ваши пальчики бегали и были способны выдержать трель на длительном отрезке времени. В произведении очень часто встречаются прямые, арпеджированные пассажи и разных тональностей. Да, вы можете выделить это место и отдельно его учить, естественно. Но для ваших пальчиков тоже будет полезно, когда вы возьмете этюд с такими же задачами. И будете его учить параллельно. Вы видите разницу, когда вы учите только определенный кусочек, когда вы учите намного больше материала с поставленной задачей. Да, дорогие друзья, еще забыла вам сказать. Когда вы уже где-то 50% пути прошли в изучении вашего произведения, и, допустим, вы приходите на урок, либо консультацию, вам говорят, вы здесь не сделали, вы тут не сделали, вам вот здесь вот плохо, а вам кажется, да ну, быть такого не может, я же все это делаю, я знаю об этом, я делаю это все. Но со стороны, к сожалению, это виднее, поэтому, чтобы не быть голословным и обвинять кого-то со стороны, что он не прав, он придирается ко мне, запишите себя дома на видео и посмотрите, сделайте работу небольшую, как она прозвучала. Смогли ли вы выполнить поставленные перед вами задачи или нет? И будьте с собой честны. Я думаю, это будет полезно не только тем, кто хочет сыграть какой-то концерт или экзамен, а те, кто вообще просто хочет красиво донести до слушателя какое-либо произведение. Друзья, я желаю вам удачи в изучении различных произведений. Я надеюсь, что я
смогла вам объяснить, как, с какой стороны подходить к этому произведению, к любому произведению, чтобы вы не пугались, а у вас был четкий план работы над ним и как его разбирать. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Есть телеграм-канал, задавайте там вопросы, советуйте те темы для видео, которые вам бы хотелось услышать или видеть, чтобы я вам разобрала, донесла что-то, подсказала. Я с радостью это сделаю. Буду ждать ваших отзывов и комментариев.